Я прежде всего хотел бы сказать, что 26-27 мая во французском городе Девиле состоится заседание государств Большой Восьмерки, в ходе которого впервые, пожалуй, за всю историю будет рассматриваться проблема так называемых глобальных наркотрафиков. Главное внимание французской стороной, которая, как известно, является председательствующим в этом году в формате «восьмерки», предполагается поднять вопрос кокаинового глобального наркотрафика. При этом предусматривается рассмотреть новые маршруты кокаинового наркотрафика из Латинской Америки через Атлантику, через государства Западной Африки в Европу. При этом сама постановка вопроса предусматривает серьезное обсуждение этой проблемы и выработки методов борьбы с этим явлением. Это с одной стороны. С другой стороны, это позволяет и нам поднять вопрос о другом, втором глобальном наркотрафике. Это глобальном наркотрафике афганского героина из Афганистана в государства Европы. При этом именно по настоянию России, да, собственно, и ряда других государств, мы выступили за расширение рассматриваемой тематики на «восьмерке», включив сюда и наркотрафик афганского героина. Хочу сказать, что Россия за последние годы стала очевидным лидером в сфере международной антинаркотической дипломатии, поскольку наши инициативы достаточно широко известны, они обсуждаются. Да, собственно, это наглядно видно из активности нашего внешнеполитического ведомства, Министерства иностранных дел России, Федеральной службы по контролю за наркотиками, Государственного антинаркотического комитета. И более того, они обусловлены прежде всего инициативами нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева, который призвал к созданию широкой международной антинаркотической коалиции, поддержал российский план ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2». Россия на сегодняшний день видит свою главную задачу в сломе, в ликвидации глобального высшего уровня наркопреступности. Россия сейчас продвигает конкретный план ликвидации афганского наркопроизводства, и хочу подчеркнуть, что он полностью корреспондируется с инициативами Европейского Союза, который в декабре прошлого года утвердил новую стратегию Евросоюза на афганском направлении, предусмотрев там как раз ликвидацию афганского наркопроизводства. Прошу обратить внимание, два транснациональных глобальных трафика. Это трафик кокаина из Латинской Америки, то, что будет по инициативе французской стороны рассматриваться на «восьмерке», который направлен в сторону США, Африки, Европы и Европейского Союза, и трафик афганского героина, который большей частью в Россию и в страны Европейского Союза направлен. Вот хотел бы обратить внимание, что можно констатировать на этом слайде, мы констатируем совершенно, на наш взгляд, очевидный факт. Факт появления в архитектуре мировой организованной наркопреступности 3 уровней организации наркопотока. Вот мы в большей степени, как граждане, проживающие в своих государствах, сталкиваемся с локальным уровнем. То есть это вот такое дисперсное распространение наркотиков в наших странах за счет преступных группировок, наркосетей, которые действуют в наших государствах. Над ними совершенно очевидно находится уже региональный или межрегиональный уровень наркосетей, которые работают не только в одном государстве, но затрагивают и сопредельные государства. А над ними возвышается, буквально давлеет глобальный кокаиновый и героиновый наркотрафик. Здесь мы видим пирамида, почти такая же, только перевернутая. А она как раз демонстрирует структуру распределения криминальных доходов от глобальных этих трафиков. В данном случае речь идет об афганском трафике. Он инвестирует в мировую преступность порядка 65 миллиардов долларов ежегодно. И мы видим, что на локальном уровне это приносит приблизительно 10 миллиардов долларов, на региональном уже сумма больше и больше всего на глобальном уровне. Этот слайд, как видите, отражает структуру глобальных наркотрафиков. Мы видим, что движение наркотиков происходит через ряд континентов. В данном случае кокаиновый коллайдер пробивает трансатлантическое пространство
толщу африканского континента, героиновый пробивает агломерацию центральноазиатских государств и тем самым порождают хаос организованной преступности и мотивируют зарождение террористических методов в борьбе за власть. На этом слайде можно видеть размеры или масштабы воздействия этого глобального уровня в сложный кризисный 2009 год. По оценкам бывшего на тот период времени директора управления по наркотикам и преступности Антонио Косты, глобальными наркогруппами в мировую банковскую систему было инвестировано 352 миллиарда наркодолларов. Я хочу сказать, что в конце минувшего года я был в Тегеране, где мы встречались с нашими иранскими коллегами, подписали соответствующее соглашение. Наша работа строится в формате двухстороннего взаимодействия по обмену оперативной информацией. Это, собственно, предусмотрено соглашением. Хочу сказать, что нами передан ряд объектов для изучения иранской стороной. Иранская сторона информирует нас о объектах, которые работают на направлении поставок наркотиков в сторону Российской Федерации. В этом плане мы хотели бы получить, конечно, большую отдачу по проведению совместных контролируемых поставок как средство наиболее эффективного оперативного взаимодействия по перехвату наркотиков. Сегодня у нас очень хорошее взаимодействие с Азербайджаном. Это государство, которое имеет непосредственную границу с Ираном. Хочу сказать, что в минувшем году мы изъяли более 1,5 тонн гашиша только на взаимодействии с азербайджанской стороной. Причем изымали его в Санкт-Петербурге, в Махачкале, в сибирских городах, на Урале. И это только благодаря взаимодействию с азербайджанскими коллегами. Хотелось бы, чтобы с Ираном мы более плотно и более результативно работали.